Всех приветствую! Записываем обновление обзора криптовалют. Биткоин пробил хаи, а это значит, что моя разметка неверна. Мы предугадали снижение вниз в четвертой волне, все прошло по плану. Затем предугадали разворот, все также прошло по плану. Но вот на этой развилке, где я говорил, может пойти наверх, может вниз, я выбрал основной вариант похода вниз. Однако же биткоин развернулся и пошел наверх. Ничего страшного. Кто хотел, заработал. Кто хотел, даже в комментариях видел такого человека, который торгует против того, что я говорю, и тоже зарабатывает. Я считаю, что это прекрасно. Можно хоть монетку подбрасывать, если это будет приносить прибыль, то это отличная торговая стратегия. Что у нас сейчас видно на графике? Из того, что видно сейчас, это все-таки 1, 2, 3, 4, 5. Давайте посмотрим, куда у нас коррекция в четвертой волне изначально. Пришла в расчетную зону. Все нормально. Случился разворот, пошли выше. Куда ждет нас это движение дальше? Куда оно дойдет? Расчетная зона. Если смотреть голубую вот эту разметку, то это здесь. В принципе, мы даже сюда уже дошли. Но можно также рассчитать и уточненную зону. Если все-таки это 5 волн, значит будет еще одна. Проверяем, куда у нас дойдет волна 3. Волна 3 у нас ориентировочно идет сюда. Мы сюда и пришли. Так, давайте посмотрим на часовиках, завершилось ли движение в волне 3. Сколько у нас уже здесь все длится? 208 баров. Вот здесь мы наконец увидели и повышение объемов, и повышение индикатора. Подтвердили, что мы все-таки идем в волну 3. И вполне вероятно, мы еще ее не завершили и пойдем выше. Сейчас, как мы видим, у нас свечки нисходящие, красные. Ориентировочная зона для того, чтобы скорректироваться, у нас вот здесь. Тренд сейчас восходящий. Минимумы повышаются, максимумы также повышаются. Объемы выросли. Индикатор также в рост. Расчетные зоны говорят о том, что мы должны немного скорректироваться вот до уровней 57, может чуть ниже. И дальше пойдем в рост. Поэтому какая сейчас стратегия? Стратегия очень простая. Скупаем откаты и идем дальше в рост. Вполне вероятно, что мы либо отсюда пойдем дальше, либо сходим ниже и пойдем дальше. Дорисовывать третью волну в пятой волне. Посмотрим эфириум. По эфириуму мы, кстати, пики не пробили. Индикатор у нас не вырос. Объемы у нас также не выросли. Но исходя из того, что мы видим на биткоине, можно сделать вывод, что мы как раз таки, вот она, коррекционная зона. Давайте посмотрим на 4 часах. Если это была волна 3, зона коррекции, вот она. Мы сюда приходили. Дальше, если брать за основу движения биткоина и то, что мы уже развернулись, следовательно, это волна 1. Мы идем в тройке. 1, 2, 3, 4, 5. Должны идти наверх. Что у нас на часовиках? Расчетная зона ориентировочная для пика третьей волны. Вот здесь. Мы ее немного не добили, но вполне вероятно, что это был конец. Ориентировочная зона коррекции вот здесь. То есть мы еще немного сходим вниз, и вот здесь уже нужно будет искать признаки разворота. Основной вариант движения вот такой. Пройдя эту зону, будем уже рассчитывать, куда пойдем дальше. По Ripple на 4 часах глянем. Здесь все без изменений. Болтаемся вот в этой зоне. То вверх идем, то вниз. По-прежнему основной прогноз – снижение. Дальше Dash. По Dash мы даже и близко до пиков не добили, как по биткоину. Поэтому здесь, что мы здесь получили? Мы здесь получили неплохую дивергенцию. И вполне вероятно, что мы сейчас пойдем дальше вниз. Здесь это совсем не похоже на третью волну. Поэтому здесь оставляем прогноз без изменений. Что у нас по ADI? По ADI идем вниз по-прежнему, все хорошо. WX отработали. Идет развитие волны Y. Нисходящее движение. Все по прогнозу. Оставляем Polkadot. Polkadot также идет пока в рамках треугольника. Пик мы не пробили. Получается, у нас пробитие пика было только по биткоину. По остальным нет. Глянем BNB. По BNB тоже подтверждается нисходящее движение. Пока все в силе. Индекс доллара глянем. По индексу доллара отскочили в этой зоне наверх. Очень похоже, что это была
волна, состоящая из 3 подволн, что говорит это о коррекционном характере движения. Здесь заходной, и продолжится движение наверх. Если продолжится наверх, значит биткоин вниз. Пока так. А что у нас по биткоину? Ну, по биткоину у нас пока идет коррекция вплоть вот до этих уровней. Все будет нормально и будет в рамках той структуры, которую я нарисовал. По эфириуму, в принципе, тоже вот до этих уровней мы можем сходить. Но так как мы не пробили здесь пик, вариант с коррекцией, с сильным снижением все еще актуален, но уже это не основной для меня. Так, еще просили монету в донатах вот такую. Что у нас здесь с ней происходит? Лежала нафиг никому не нужна, ну и как все началось, все полетело. Давайте посмотрим на месячных графиках. Явное восходящее движение. Что у нас на дневках? Рост объемов. Здесь объемы даже больше, чем здесь. Давайте 4 часа глянем. Что здесь видно? Предположительно имеет вот такую структуру. Сейчас посмотрим, закончилась ли здесь волна 3. Все возможные уровни пробили. Так, и сколько она у нас длится уже, эта волна? Здесь был треугольник, вот здесь вот был лой. Ну, потому что мы видим на графике, волна 3 еще не закончена. Также это подтверждает и большие объемы, и перспективы пока у этой монеты неплохие. Можем еще раз снизиться. Вот до, в принципе, вот этих уровней это вполне нормально будет снижение. Но глядя на рост объемов и на импульсный характер движения, можно сделать вывод, что мы завершили коррекцию и сейчас направляемся в рамках, даже размечать в принципе смысла здесь нет, вот туда направляемся, но стоит, естественно, подстраховаться стопом вот за данные уровни. Если мы уйдем ниже, то вход нужно будет уже искать другой. Но здесь неплохая точка входа на то, чтобы пойти дальше вверх. Докуда это все может дело дойти? Как обычно, минимальные уровни, предыдущие пики. Не стоит дожидаться прям самых пиков. На данных уровнях стоит уже разгружаться. Давайте промерим хотя бы примерно, куда мы можем ожидать рост. Ну вот, в принципе, также я и нарисовал предыдущие пики. Уровень по Фибоначчи. Вот до сюда он может долететь. Это будет вполне вписываться в нормальное движение. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте, оставляйте заявки на рассмотрение монеты в комментариях, в донатах. Большое спасибо тем, кто присылает эти донаты, очень приятно, мотивирует записывать новые ролики. Кому-то они нравятся, кому-то нет, но главное, что они нравятся мне, и есть люди, которым они тоже нравятся. Спасибо. Удачной торговли и счастливо!